Снова всем привет. Да, я решил переиграть игру на нормальном самолете, полетать, поиграть в нормальной миссии. Да. Всех с наступающим праздником. Будем летать сейчас на Граче, выполняю миссии в редакторе, которые я создавал когда-то. И, скорее всего, наверное, буду теперь создавать какие-то либо миссии, играть в них. Все, что-то я уже не доверяю этим компаниям, вот этим. Не верю я им уже больше. Все. Лучше что-то свое создать. Здесь оно легко создается, ничего сложного здесь нет. И летать, зная, что это будет интересно, это будет проходимо, а не вот этого всякую лажу, которую понакидают, где... Так, значит, летим сейчас на Граче. Задача нанести удар по вражеской колонне. Работаем в паре. Колонна там из 5 или 6 единиц техники. Вот. Охраняет ее стрела 1. В общем, надо остановить колонну, нанести удар по ЗРК и добить. А вот, кстати, тут две. Вот состав колонны, значит, танк Т-72, стрела, БМП-2, 2 Урала и Хаммер. Вот. Да, кнопка, тут какой-то косяк был с кнопкой. Я сейчас это в игре, мне пришлось игру потом перезапустить, она заработала. Что у меня из вооружения? Нары, ракеты управляемые, бомбы 250-е, фабы. Нальчик, 106, запуск. 106, Нальчик, запуск разрешаю. Ветер у земли 180, скорость 4 метра в секунду. Нальчик, 106, руление. Там просто 106, Нальчик, разрешаю руление на полосу 6. Там просто до того классные миссии, что у них даже я нигде не отмечаюсь.
То есть я пытаюсь запросить, допустим, взлет на аэродроме, а мне молчат, как будто я вообще на своей волне летаю, да? Хотя такая задача у меня серьезная, бук уничтожить. Короче, лажа какая-то, честно. Первые миссии были интересны, но потом вот эта ерунда полная. Запрос делаешь, аэродром молчит. Взлет, тоже аэродром молчит. Взлетаешь, ничего на тебе не работает. Просто какие-то радиопереговоры работают. Это я про компанию «Реванш». Ну. То есть, получается, ты вообще не в теме там, в этой миссии, в которой мы летали. Нет, мне не понравилась миссия, как бы, все. Че попало? И пропустить ее нельзя, к сожалению. А сегодня настроение такое, как бы мне хочется и на самолетах полетать, и в армии побегать. Поэтому я не хочу сегодня запускать ни тарков, ни гоночки. Вот. А чисто из-за какой-то миссии портить себе игру и стрим. Да нафиг она мне нужна? Правда же? Поэтому я решил нормально перезаписать стрим, поиграть спокойно, выполнить боевые задачи на хорошем, интересном самолете, а не на этой, блядь, не знаю, где он только там у них не летает уже, этот Су-25Т. Он, походу, у них скоро будет ездить как танк. Да, полет не ближний, 100 километров лететь. Нальчик, 106. Взлет. 106. Нальчик. Взлет по готовности. Отход по схеме.
Так, Моздок, если что, можно использовать для аварийного аэродрома.
50 километров до места. Так, первое, значит, нарами отрабатываем сначала. Желательно бы, конечно, нанести удар по стреле. Потом уже все остальное можно использовать. Наблюдаю слева аэродром Моздок. Так, ну, ориентир, значит, от Моздока на восток дорога. Вот она по главной дороге цели идут. Бля, что у меня с джойстиком? Сейчас, секунду. Что мне вообще не нравится, как он... Блять. Что за херня? И вот единственный минус, блять, вот что мне не нравится в этом джойстике, это его присоски. Они из какого-то материала непонятного. Ну, то есть раньше вот они делались маленькие такие резиночки, создавались, и как-то они что ли лучше держались. А эти, я не знаю, они как-то... Сам джойстик, он же такой прям чувствуется, чтоб ты прям ощущал самолет. У тебя даже рука бывает устает от управления. Блять, этому джойстику и крепление надо хорошее. Вот, поэтому присоски, они работают непонятно. То нормально, то ненормально. Здесь каждый миллиметр важен, да? Тем более при атаке. Я выставился на нары, сейчас буду цели искать. Вот она, по-моему, эта дорога. Угу. Я вот думаю попробовать к ним зайти все-таки, наверное, с тылу. Не знаю. Как оно лучше. Здесь поле, вот я говорю, стрела. Стрела, кстати, неплохо будет по нам лупить, если мы ее не поразим вовремя. Второй, молодец.
горючки уже 1200 где-то. Так, кто нам еще может представлять угрозу? Конечно же, БМП. Зараза, она тут такая опасная. Близко к ней лучше не подходить. Ё-моё! Тут я удачно заглянул. Так, ну что, нас заметили тоже. Надо было чуть попозже к ним зайти. И чё, и где? Бля, да почему? Почему их не видать-то, я не могу понять. Где эти засранцы-то? Почему их не вижу? Главное, у меня на карте они есть. Я вот над ними пролетел, прикинь. Ну, суки. Так, я сейчас с этого направления еще раз зайду. Пока стрела тупит. Так, второй, давай, задача тебе атаковать. Второму. Атакуй ПВО. ЗРК-то нифига. Пуски-то делала, я прям видел, ракета сработала. Правда, не попала. Так, что у меня нары есть еще?
говорю, микрофон вырубил. Говорю, в кустах заныкали, сейчас надо как-то их выкурить оттуда. Второму. Атакуй цели по возможности. Значит, остается танк и хаммер. Так, нары опять. Короче, бомбу сбрасываю еще одну. Вижу цель. Я так понимаю, один танк остается, да? Угу. Так, танк нарами не возьмем, управляемый ставим. Ну, короче, второй им замечет. Так, что там? Лазерный целеуказатель.
Мимо. Сука, как тяжело её опять направить-то сейчас. Ну, попробовал этим повороты на джойстике делать. Резкие они. На клавиатуре лучше. Джойстиком тоже рулить можно влево-вправо. Колбасит его сильно. И где-то... Ах ты... Он еще и сопротивляется. Танк, смотри, что... По мне командир пострелял. Блять, что он сливается, я его не увидел. Прикрой меня. А вон он едет. То так, маленько тебя замедлить. Сука, да ты смотри какой, а. Вечно геморрой какой-нибудь, да мне встретится. Давай второй. Дай ему пиндюлей. Есть что? А, да как ему... Нет, второй. Давай за мной. У него боекомплекта нету такой. Все, задание сделано на базу. Второму. Возврат на базу.
Ё-моё. Так, стопэ, блядь. Ассистент, 106. Возврат. У нас горючки не хватит. Ассистент, следуйте Нужен аварийный аэродром. удаление 5, давление 7,6,52, посадочный 2,6. Занимайте высоту круга. Мгм.
Сейчас заправлюсь, вылечу и долечу до своей базы. Я вынужден был приземлиться, у меня оставалось там уже килограмм. Я не знаю, как у меня второй долетит, без понятия. Что-то он даже не жалуется, что у него горючки нету. Ну, может, я просто горцевал сильно. Я любитель так резко полетать. Ну, мне гребень пробил, ну. Это этот танк Т-72, командирский пулемет. Видать, когда я наклон с креном заходил на разворот, надо он мне накидал сюда. Ну, корпус все равно мне немного повредил. Так, заправка. Дозаправка по плану. Перезарядка по плану. Ремонт. 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 Дозаправка по плану. Перезарядка по плану. По какому плану-то? Че, аэродром заброшенный, что ли? Он же вроде у нас обслуживался. Страна Россия, ну а чё? Что ты мне глюки тут показываешь, а? Дозаправка по плану. Перезарядка по плану. Слушай, по-моему, глюк. Так что миссию все равно я выполню. Это начинается вот эта ДКСовская непонятная херня. У меня сегодня, кстати, что-то ДКС везде глючит. Я не знаю, что с ним. То этот диспетчер молчал в той компании. Сейчас здесь что-то мозги компасируют. Может, ресурсов нет на аэродроме, без понятия. Я помню, мы когда эту миссию редактировали, я ставил аэродром, чтобы он относился не к нейтральной стороне, а к красной стороне, то есть к наш. Ну, как видите, что-то особо не поставился. Не, ну на 200 литров, на 200 килограмм лететь бессмысленно, это факт.
Ладно, все, задание сделано. Все цели поражены. Так, ну. Сейчас будет вылет уже поинтереснее. Задание, значит, нанести по атакующим. Получается, короче, прикрыть своих, отбить вражеское наступление. Сейчас за второму снаряжению поставлю. Так, первая ППМ, вторая. Вторая ППМ, все понятно. Мгм. Краснодар, 112-й.
Так, значит, задачи такие. Нифига. Мы, наоборот, здесь наступаем. Я спутал со второй частью. Мгм. Короче, нанести удар по технике врага. Да, тут пост разгромить, арту и все такое. Так, здесь-то, надеюсь, аэродром рабочий. Но тоже вроде наша сторона. Это вот красный, это наша пехота. Причем мотопехота. Поддержать наступление наших, короче. Ударить по позициям врага в городе. Блин, надо было все-таки на карту глянуть по-быстренькому. Вспомнить. Не, ну я-то хотел атаку отбивать, оружие, это вооружение взял, да. Ну ладно, сейчас чем смогу, тем ударю. Потом надо будет приземлиться, перевооружиться. Там просто надо будет бункер разбить, а его нарами. Это у меня сомнение, что я его разобью нарами. Есть, конечно, фаба, но хотя можно фабами ударить по КПП, а этот арту накрыть фабами. Приближаемся к цели. 12 километров. Так, выставляюсь на боевую. Блин, думаю,
чем бы бахнуть по ним. А БМП они поразили? Нет. Нет, сейчас БМП попробую выбить. Так, вот эти места здесь наши закреплены. Войска. Давай, атакуй. Нет, нафиг, лучше не атакуй. Да я волнуюсь за тебя. Тут зенитки. Где-то здесь, суки. А, нет, погоди, нифига. Вот тут она, да? Короче, где-то зенитки здесь у нас. Что за дым? А, это наших сожгли. Что-то наше горит. Видать, наступление шло. Танк, либо БМП. Так, ну вот у меня 3 цели. Сейчас надо будет тогда БМП отработать. Отправляем на где? БМП вот вроде бы навел на нее, да, все равно ракета мимо. Вообще ни хрена. Я говорю, нары, это, ну БМП еще можно нарами взять. Так, давай, короче, подключаемся. Атаковать. Атакуй цели по возможности. Сейчас еще одну.
Тоже мимо. Бля, да ты смотри какая, а? Вот БМП какая, а? И этот по ней промазал тоже. Слушай, может я ракеты какие-то зарядил, что ему, что себе? Да нет, вроде всегда их заряжал. Так, ладно, давай бомбы теперь. Сброс бомб. Дай угадаю, от зенитки. От зенитки, видать. Я не знаю, я его перезаписать решил. Привет, Костя, я видел твое сообщение, но ты зашел под конец стрима, когда уже... Да меня там миссия бомбанула, блядь, 2 часа убил в говно в это. Как-то, блин, вроде уже попадался на такой херне, думаю, больше не буду. Нет, опять, блядь. Рискнул, ага, рискнула. Блин, только потерял зря. Она создают хардкоров своих, блядь. Че, он живой? Ну, давай объект ПВО такой. Нету возможности. Ха-ха. Блин. Так, и чё, куда тебя? На базу туда? Давай, ладно. Возврат на базу. Что у нас тут? В смысле, на базу не имеют возможности вернуться? Ты чё, прикалываешься?
себе. Я ж охренел. Это меня свой же фаб, прикинь. Вроде 250-ки. Не, надо 500-ки туда кидать. Дот не берет, он что-то. Так, у нас там подкрепление прибыло. Два грача летают еще. Сейчас еще 24-ка прилетит. Так, что у меня там остаются? Нары и пушка. Попробую нанести поражение артиллерии нарами. Не достал. Выше надо брать. Да, ух ты. Кто-то меня пытается залочить. Зушка же. Ага, я помню. Сука здесь все есть. Засранка. Зушка, газушка, зушка, у нее нету радара, блядь. Су-25 грач. Су-25 обычный грач. Вот эту позицию надо по ней нанести удар. Так, этих маленько повредил. Гвоздика, блин, целая.
Че, все что ли добили всех? Да. Грач отработал, еще один по ним. Добил арту. Кто КПП будет разносить, блин. Чего? Наводка такой же вроде же электроника. Ну почему он сам наводится? Здесь сам наводишься. Конечно, если есть там авианаводчик, он тебя тоже может навести, наводить, но мы без него справляемся. Так, что у меня там? А, они еще живут. Остаток 800 килограмм. Майкоп. Закрат, 112-й, возврат. 112. Закрат. Следуйте курсом 069. Удаление 35. Давление 718,35. Посадочный 22. Занимайте высоту круга. Сейчас еще раз зайду. Так, ну что, первую оборону им разнесли. Не знаю, город они добьют без меня, ну. Слушай, нормально я по ним дал, да? Оказывается, можно, если захотеть, разнести эти бункера, я не знаю. Ну, ладно. Так, все, я на базу. Ну как на базу? На временный аэродром. Надо перезарядиться. Может так получится, что пока я сейчас А, так там беттер один остался. Ни хера на них разнесли всех. Это еще крокодил не долетел. Сейчас крокодил долетит. Он вообще там все сгребает. Почему 3 дня отдыхаю? Я уже 21 день отдыхаю. До 6 марта еще отдыхаю. Я же в отпуске. Так что... я в отпуске. Зато на 8 марта работаю. Печалька. Печалька же, да, на 8 марта работать? Я думаю, нет.
Какие печатные платы? Не знаю. Не знаю, Константин, не знаю. Просто я увидел, что ты рядом уверенно поцелился. Ну, может быть, может быть. Да, меня мотивируют зрители. Я когда один летаю, могу как попало летать, мне вообще пофиг. Вот когда люди со мной общаются, или, ну, я стараюсь иногда как бы это достигнуть результата. Но сегодня вот меня там одна миссия так это загоняла, что я аж психнул и стрим удалил, новый решил записать. Не, я, конечно, проигрываю, бывает в играх, но не 500 раз за стрим. Да нет, просто не ты забываешь, а у меня... О, блин, а что, задача сделана? Просто у меня отпуск такой большой получился. Так что все нормально. Честно, я уже даже заотдыхался. А музыка играет. Ну-ка, она нет. Слушай, что-то как-то тихо она играет. Сейчас я врублю нормальную музыку. Так сказать, современную. Не, ну это не ну, может и про грача, не знаю. Чего? 9 месяцев без выходных. Да ну ты что? Я эти работы сразу нахер. Не, ну конечно, если выборы есть, а так. О, вот эта музыка нормальная. Че, он там проиграла, нет? Нет, все равно играет. Музыку здесь громче надо делать. О, скорость большая. Тихо, 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 тихо. Пустой, потому что... Взял бы ее в полет на этот самолет. Ну да, у меня отпуск большой просто. У меня еще летом будет отпуск. А вроде бы правильно двигаюсь. Все, взял тебя в полет. Здесь еще играет.
нравится тряска в самолете, но он развалится, если так летать. Сократ, 112. Разрешите Какую посадку? Не, подожди. Сократ, 112. Отмена возврата. Продолжаю выполнение задачи. Краснодар, 112. Возврат. 1-1-2. Краснодар. Следуйте курсом 3-1-5. У нас сегодня, напоминаю, еще Armory Forge ивент. Будем охранять объект на Ближнем Востоке. Что там за объект, не знаю. Начало в 19 часов по Москве. Кому интересна игра Reforge, кто знает, что такое ивент и либо видел ивент, ну либо даже не знает и не видел, можете прийти посмотреть. Чего? Я не летал здесь на Су-27, я только Су-25, Су-25Т и Су-25СМ. Подожди. Ну да, Су-25СМ есть самолет здесь. Я, кстати, с ним компанию хотел сделать. Правда, только не на этой карте, а на тропической. ПК почти похоже. Компьютер это имеешь? У тебя видюха тоже 50-70 стоит. Ну, я, видишь, мне надо процессор было обновлять, а чтобы его обновлять, надо материнку новую. Это, считай, заново ПК собирать. Поэтому я как-то не стал заморачиваться, я маленько его подулучшил. Но мне пока хватает вполне, думаю. Да если б не стримы, я на 1080 Ti бы погонял еще, а так-то она нормально. Работайте с посадкой. Почему у меня Иркут научил летать? Ну, я изначально, конечно, учился на Су-25Т летать, а потом к Иркуту в сообщество попал. Он, кстати, этот самолет мне подарил. Ну и все, и обучил меня на нем летать полностью. Приборы, все подсказал, как работает, куда что смотреть, поэтому я уже привык по этим часам здесь летать. Конечно, не идеально, но основы знаю. Иркут это, он тоже стримит, у него это сообщество есть, но он в основном любитель по симуляторам играет. Молодец, хорошо знает самолеты.
Поэтому я у него научился. Блин, мне этот прибор скорости, это капец, он не... Блин, маленько неправильно. Один, один, два. Заруливайте на стоянку. Сейчас надо будет его отремонтировать. Блядь, на микрофон отвлекся. Ремонт. Прием. Да я отвлекся на микрофон, а хотел звук вырубить, чтобы лишнего шума не было. Блин, и меня занесло. Да ладно, сейчас исправим ситуацию. Шесть единиц моих, одно ПВО. Нормально. Видите, я единственное не знал, что здесь надо в результатах 100% писать, тогда все нормально будет. Это же мои миссии. Надо вот, чтобы здесь 100% было. — 80 секунд еще. Да колеса протер, сейчас я не смогу на нем тронуться. А я не знаю, тут может просто выйти и все тогда. Все равно очки не дают здесь у меня. Я теперь вот на будущее миссии буду создавать. Надо вот эти результаты, чтобы здесь 100 очков было в конце, тогда все будет четко.
Я хороший результат хотел. Просто дрифтанул. Не, ну я, кстати, часто дрифтую. Бывает даже на расслабоне просто играю. У меня самолет что-нибудь начинает. Не, бывает хорошо, как бы надрифтовался, вроде остановился, все, а тут вот видишь, вылетело и все за снег, за асфальт. Здесь принцип дрифта как на машине. То же самое, ничем не отличается. Но сейчас и самолеты Су-25, допустим, вот СМ-ки, они, конечно, они есть вообще современные, там прям. Грач он будет всегда в спросе. Ну что, попробовать запустить. У меня горючки мало здесь. Надо было еще его заправить. Ну, блин, да мне доехать надо просто до парковки. А какой именно? Они же по классам. Какой именно современный бренд? Нет. Горючки 0. Блин. Так, ладно, все понятно. Все, задание мы сделали. Горючка в 0 ушла. Это сейчас его заправлять, опять ждать. Да нафиг оно надо. Так, редактор миссии. Все, эту миссию тоже сделали. Ну что, еще одна миссия есть. Боевая. Тоже из этой же категории. Только теперь город мы заняли, а на нас нападают. У меня тут... Ты, я так понимаю, авиацией интересуешься прям конкретно. То есть прям все самолеты, допустим, грачи там современные, знаешь. Я вот как-то видишь, я хоть и любитель на нем летать, но особо как бы не изучал всю историю его. Знаю, что легендарный самолет и все. Ну, по модификации какой именно современный? Они же сейчас с буквами всякие идут. Су-25 и буквы. А еще цифры. Ну да, это штурмовик считается. Ну. Штурмовик. Ну. Так, в этот раз мы ударяем. Хотя в прошлый раз тоже ударили. Так, фабы 250, ракеты 25-ки. Блин, не хочу я такое. Такое не хочу. Ладно, я же сам вооружу его. В этот раз я буду бить фабами 500-ми. Стрелять нарами. О, вот так вот.
Опять тебя надо. Нет, ты не любитель? Ну, видишь, кто-то прям любит изучать авиацию. У нас в России он хватает музеев авиации, всего такого. Есть даже можно полетать в кабине, но только, конечно, не в настоящем самолете, а ну то же самое, как вот я сейчас летаю, только кабина прям самолета. Блин, графика там пипец, конечно. Я видел этот файт как-то, или как он называется, симулятор-то гражданской авиации. Там на Ми-8 летали он на вертолете. Не, я любитель военный. Мне не нравится гражданский. Ну чё, дайте ему ракеты, пускай постреляют. Ну все, достаточно, да? Он стреляет так же, как и я. Чего? Ты имеешь в виду миссий много? Да нет, вот еще одна миссия и все, я больше не создавал. Я как-то собирался же здесь посоздавать в прямом эфире, но это занудная тема будет, так что не все выдержат. Не, ну я, конечно... Блять. Мне эти линии, тут эти нажимаешь, блин, и оно сбрасывается. Так, а здесь что у тебя? О, достаточно. Ну, я это собирался миссию создать. Да, наверное, так и будем. Сейчас в следующий раз ДКЗ играть будем, миссию будем создавать. Не хочу я больше в эти компании играть, ничего, они надоели. Они какие-то, не знаю, сначала вроде нормально, какой-то лажа потом идет. Чересчур перебарщивают с хардкором. Не, я не люблю, знаешь, заниматься вот этим. Просто как это по-нашему называется? Правильно. Мучиться это как бы мягко сказано. Просто если захотеть, можно создать миссию такой, что игрок будет мучиться. Вот как раз у нас здесь и есть такие миссии в некоторых миссиях. В компаниях, я имею в виду. Так, какие у нас... Мы взлетаем, уходим направо, делаем разворот и пошли, и на 4-й ППМке атакуем. Ага. В эти игры в конце 90-х там они не такие были. Часто они красивые. На тот момент они были просто интересные. Это же симулятор. А сейчас-то они помимо как интересные, они еще и графикой тоже красивые. И чё, вперед? Да я, допустим, Lock One симулятор, я помню, я еще юный был. Тогда уж арму лучше. Если полетать. Battlefield это уже совсем, не знаю, там, как в War Thunder, в этот,
Как режим-то это называется? В аркаду поиграть. Ну, короче, тебе нравится арма, что-нибудь такое, я имею в виду простое, не ДКС. 106. Краснодар. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 731,98. В общем, добираюсь до района и наносим удары вот по вот этим целям. БМП, отряд пехоты. Они сейчас собираются наступать на город. В городе у нас тут. Аэродром тот же аварийный, если что, Майкоп. В прошлый раз он не понадобился, в этот раз, скорее всего, он понадобится. Да я видел, как они выглядели. Я сам не играл, но я со стороны видел. Видел я старые эти симуляторы. Ну, выглядели, может, они для того времени. Но сейчас-то уже другое все равно. Не знаю, я вот симулятор ДКС только начал летать. Я особо раньше не заморачивался на них. Вот, да, как ты говоришь, арма. Battlefield тут у меня 1942, я помню, любил летать на самолетах поршневых. И все. То есть симуляторы я вот в ДКСе только стал играть. Нафиг, горючку не хочу тратить, давай сразу на ППМ-2. Ну да, после этих игр Тетрис, Тамагочик, так вообще было ништяк даже поиграть, да? В этот, в Лок One с той графикой. Или после Дума пиксельного. Что, Тоби? Что это такое? А, ну у меня этот трекер, ну, стоит, да. У меня этот камера, которая меня ловит, и этот программа настроена, которая под мои повороты. Так, мне надо сюда. Блин, я просто хочу путь срезать. Ну ладно, давай по ППМ полетим. У меня интерес к игре появился тогда, когда я стал, ну, во-первых, когда я смог играть в ДКС на самых ультрах, я здесь кайфанул от графики. Вот. А во-вторых, когда у меня вот этот самолет появился, Су-25, когда мне Иркут его... Я-то, видишь, особо не торопился ничего брать, он просто внезапно его мне подарил, блядь. Но он не зря мне его подарил. У меня, говорю, интерес к полетам сразу появился. Я не думал, что меня заинтересует так. Он мне как-то отдельно его взял. Я-то думал, надо сборки эти брать, блядь. А он мне как-то отдельно его взял. Его можно отдельно взять.
Фонари вырубаю, он вырубает, тоже повторяет за мной. В Марио, там Марио я играл, ну. Так это его сейчас, ты в него и сейчас можешь поиграть, даже на компьютере есть там игры такие. Тут это новости. Человек ушел из жизни, который Sega создал. Sega-то помните? Я вырос на Сеге. У меня не Дэнди была первая Sega. Я любил играть в Mortal Kombat. Моя любимая игра. Я помню, мы, блин, с пацанами угорали. В тетрадку записывали фаталити эти всякие. Блять, это пипец какой-то. Помешаны были. Сначала нахлобычишь там, короче, типа, а потом его еще в конце там какое-нибудь издевательство идет там. Либо его на кости разбиваешь, либо еще там что-нибудь с ним делаешь. Ну, такая игрушка, короче. Она и сейчас есть, новый там Mortal Kombat, на компьютере можно поиграть. Видишь, как тебе хорошо. Я вот не могу, я если поиграл уже что-то графическое, я не могу уже вне графическое играть, либо смотреть, не знаю, у меня так вот. Ты на консоли играешь? Понял. Что там время? Блин. Надо сегодня Reforged еще поиграть. Только не в снег. Да, наигрались мы когда-то уже. Наигрался уже в это все. Моя любимая это игрушка, это компьютер. Все. Мне не нужны никакие ни консоли. Мы подлетаем. Нарами надо сначала отработать. Так, второй ставлю задачу меня прикрыть. Так, где-то правее здесь будет.
А, вон, вижу район этот. Что-то я походу под зенитки прям залетел нормально. Чего? Как научно? Так они на карте цели есть, их уже тебе отметили. Твоя задача просто поразить. По прицелу наводишься. Блин, погода говно. Блин, я думал, это Зушка нафиг. Шилка, ё-моё. Да, она меня поцарапала, блядь. Ладно, хоть не сбрила. Что там, БМП? Покурили пока немного. Ну давай, маленько еще прикурим. Фаб один им закинем. Если меня какая-нибудь гадость не сброит. Иди нафиг. Пошла, родная. Блять, это же 500. Сейчас как мне даст по башке. Нормально. БМП одну выбили. Визуально наблюдаю, бегаю эти цели тоже. Уже надо визуально их смотреть. Так, ну что, теперь нары. Сейчас маленько отлечу. Что у меня второй? Как дела? Давай, атакуй. А, у них БМП одна остается здесь. Самую основную группу мы ликвидировали почти. Сейчас БМП еще. Шил куда повредил, но не уничтожил. Она и все равно излучение дает. Так, вон дым. Угу.
Где это твоя БМП еще? А, вон за деревом. Ну, она там за дымом, бля. Пушки что ли ее отработают? Блин, ну опасно, зараза, БМП-то она не может отработать. Бэх это тоже может дать по голове. Поразил. Пушкой поразил. Так, что там, Шилку-то ликвидировали? Нет? Ну да, походу нету ее. Там отряд идет пехота, надо будет сейчас их бить. Так. Нары. Ну так, второй, давай, атакуем. Атакуй цели. У него еще ракеты есть. Ракеты, бомбы. Блин, горючка пошла уже вообще в минус. Надо будет сейчас заправляться, отправиться на аэродром аварийный дополнительный. Что это там за газик у нас катается, а? Не, мне там пехота интересна, где она? Что у нас там еще Су-25Т с МиГ-29 летает? Опа, 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 смотри, что делает в городе где-то Зушка. Иди туда. Иди пихи.
На боевом. Ах, вы гады, вы же туда подошли. Самое сложное пехоту выследить. Вот это да. На вертолете проще, конечно. Обнаружена цель. Бронетехника. 2 часа. Удаление 4. Цель обнаружена. Ну, вроде бы они. Нужно как-то на них выйти. Что, горючка еще есть немного. Так, а лететь? Да, лететь недалеко. Это здесь я их видел. Вон они вижу. Ну чё, пацаны, пока. Так, один отряд поразили. Сейчас другой отряд надо поразить. До железки доходит. Так, теперь здесь надо задачу сейчас сделать. Все, наступление мы остановили. Сейчас я сюда еще бомбу. А, там пехота. Нет, пехоту так можно, наверное, выбить. Там танк поразили вроде в 55-й. Т-55 уничтожен. Нету никого. Пехота тоже уничтожена. Так, теперь надо уничтожить. А, все, ты поразил, что ли? Да ё-моё.
Ну, короче, зенитку уничтожил в городе. Сейчас танк попробую поразить. Фабом 500. Что там по горючке? 800 килограмм. Надо уже... Все, сейчас делаю сброс и на перезарядку. Либо уже это, наверное, задачу сделаю. Вижу танк. Блять. Стекло высоко было. Ну. Бомба пошла. Целый остался, ну. Что, нарами попробовать отработать? Задача сделана. На возврат хватит горючки, надеюсь. Все, на базу. Второй, давай. На базу. Когда-то я в эту миссию играл и думал, о, как это на граче все цели поразить. А сейчас я понимаю, что это вообще реально. Тут одна пушка только чего стоит, если ей умеет работать. Короче, все, что до БМП, ну, шилку тоже можно, конечно, поджечь. Шилка, БМП. Это можно пушкой все отрабатывать, если, конечно, подойдешь ближе. Танки, да, танки, блин, не с нарами, надо прям постараться. В основном только на добивание. Так, а у меня еще управляемые ракеты даже остались, я их не использовал. Чего? Кого не смог? Да ну, бросьте. Глаза привыкают. Я первый раз, когда начинал летать, я вообще нифига не видел. Потом со временем люди ко всему привыкают, поверь. Даже в игре. Так что ничего здесь такого нету.
Просто поиграть надо, привыкнуть и все. Нет, я привык на клавиатуре тягу добавлять, убавлять. У меня вот есть ползунок на джойстике, но я не хочу его использовать, мне неудобно. Не, рута у меня нету. Да я и как-то и не брал его, не знаю. Не захотел. Мне на вертолете понравилось летать. Ну, правда, я только в Арме 3 пока летал. А, подожди, каком? Я в Reforged летал на вертолете, только стрелять не мог я там нормально. У меня джойстик. Нет, стоп. Мы, по-моему, на UH1 летали. Он первый раз джойстик вроде нормально, там кнопки заработали, а потом он мне мозги стал компенсировать. Короче, я там только на транспортном могу летать. Так, 400 килограмм надо успевать. Поверь, я играю по еще так на расслабоне. Я с ребятами играл, они вообще заморачиваются. У них там вообще прям полеты, знаешь, прям как на реальном самолете, наверное. Ну, я имею в виду, что они к этому относятся как, наверное, к жизни. Так поиграешь с игроками, подумаешь, что ты еще вообще распиздяй. Краснодар, 106. Возврат. 106. Краснодар. Следуйте курсом 030. Удаление 6. Давление 731. Запятая 98. Посадочное 23. Занимайте высоту круга. 106. Работайте с посадкой. Все, наши задачи на сегодня выполнены все. Надеюсь, и вам было интересно.
И я маленько душу оторвал после первого стрима. Разруливайте на стоянку. Не зря я переиграл. Там реально душнило было. Просто есть вот обычная игра, где ты играешь, а есть дрочила, вот. Ну, кому-то, может, нравится в дрочила играть. Я как бы, пожалуйста, хорошие игры. Я вот не люблю дрочила, потому что я сам вот сидел в редакторе, я знаю, что дрочила любой может создать, кто знает редактор. Вот. А здесь у нас в компании почему-то сделана одна миссия нормальная, а потом дрочила, а потом опять нормально. Как-то так. Поэтому будем создавать свои миссии. Маленькие какие-нибудь там, колонну раздолбить, поддержку как выполнить там, либо прикрыть кого-то. Такое что-нибудь. Ладно, посмотрим. В следующем стриме по ДКС попробуем создать миссию вместе. Я тоже как бы не великий редактор, здесь тоже как бы основы знаю, но может, глядишь, что-нибудь еще освоим покруче. Ну и может кому-нибудь пригодится, да? Ну, просто самолет уже чувствуешь, и все. На глаз уже аэродром видишь уже, и все. Тут же видишь, как бы можно по приборам. Не, по приборам я тоже лечу, я же смотрю скорость, высоту, все. Вот, допустим, я слежу за скоростью всегда. Чтобы у меня меньше 320 не было где-то. Если 300, уже у меня может завалиться самолет. Вот, опять же, это все зависит от самолета. Ты же к нему привыкаешь. Допустим, самолет Су-25Т, у него вообще... Он тяжелее получается, что ли, я не знаю. Он раньше падать начинает. То есть там надо скорость держать больше, но при этом тормоза у него хуже. Также зависит от того, какой вес у тебя. Именно... Это вот я сейчас пустой. Ну как, у меня ракеты есть. А бывало вот меня, допустим... Подобьют мне, да, я возвращаюсь на базу. Кто-то пилоны сбрасывает, привык легким приземляться, я нет. То есть, если я не критично поврежден, я прям с пилонами приземляюсь. Это вес. Ну, не знаю, мне так интересно. Все, задание сделано. А где у меня второй? Су-25Т домой возвращается. Так, сколько времени сейчас возьму? Сейчас отойду на пару секунд.
Я тебе даже больше скажу, оно не куплено, оно подарено. Ну а что здесь купить? Вот скажи мне, что? Я не летаю на иностранных самолетах. Ну не летаю я на них. О, здесь вот видите 100 очков. Эвки мне не нужны, я не любитель их. Истребители я тоже не любитель истребителей. Попробовать только могу и все, допустим, да. Вот вертолеты, ну вот вертолеты можно взять, да. На вертушке полетать можно. Тут же в основном вот мне вот, допустим, штурмовик нравится. Кому-то истребители, кто-то вот любит на истребителях летать. Выбрал себе просто штурмовик и все. Так, что там, время есть немного. Карта вот эта единственная уже поднадоела немного. Вот карту, да, на карту можно взять. Было бы карту, конечно, интереснее приобрести. Какой-нибудь Афганистан, допустим, да? Так, ну давайте попробуем какой-нибудь маленький сценарий создадим, так сказать, на завершение. Так, кто у нас будет участвовать? Сейчас я выйду отсюда. Точнее, перезайду. Редактор компании даже есть. Он редактор миссий. Смотря куда и что мы будем бить. Понятное дело, что тут вымышленное только, если что-то. Карта Кавказ называется. Здесь часть Грузии, часть России. Если туда вот вверх идти, там Украина будет уже вроде как. В основном ДКС был основан на войне России и Грузии, я так понял. Вот, пожалуйста, Тбилиси, Владикавказ. Я так тут как-то хотел Чечню сделать, но Чечни тут много не сделаешь. Ну вот Моздок. С Моздока типа куда лететь? Вот это Грузия, Цихинвали. Здесь вот тяжело летать вообще вот в этих горах. Если погода плохая, горы поцелуешь сразу. Аэродромов много. Такс. Что же сделать-то? Что за горе? По-моему. Это речки или это дороги? Это речки, по-моему, идут. Давай посмотрим. Здесь вроде как и за технику играть можно. Только как выбирать, я не знаю.
А, вот доступно игроку. БМП-3. Ну-ка. Я ни разу не ездил на технике. И как на ней ездить? Так, ну, дорога есть, да, я смотрю здесь. Вот она дорога. Допустим, здесь у нас вражеская колонна. Можно ее сделать. То есть вот эти красные это дороги получается. Черная это железная дорога. А поезд здесь не ходит. Невооруженные. Так, нет, это не то. Тут есть тема такая, объединенная группа синяя. То есть это вот отсюда можно выбирать. Вот поезда. Поезд, ё-моё, нифига себе. Так. Допустим, поезд надо, по поезду удар нанести, да? Интересно, получится, нет, такую тему сделать? Это уже что-то необычное. На ЖД поезд. А вагончик? Все что ли? Один поезд только? Один поезд только и все. Так. Что-нибудь боевое есть? Сейчас посмотрим, что там за поезд. Объекты можно уничтожать здесь. Не обязательно колонны. Можно там, допустим, здание, какой-нибудь ангар поразить. Ну чё? И где поезд? Чё он мозги парит? Расчехлю джойстик. Я как-то пробовал миссию делать с объектом. Вот это же железная, по-моему, дорога. Ну да, горячие скалы есть здесь, но... Блин, интересно, но надо разбираться.
Ну вот я рядом с ним должен быть. И где он, блин? Такой глюк, да? Где поезд? Нету никаких поездов. Где железки-то? Где железка-то? Что-то какой-то глюк, да? Так, ну вообще с чего все начинается-то? Создать новую миссию, да. Выбирает сторона, допустим. Участвует за сторону, которую мы будем играть. Ну и что-то. А, ну он тебе вот выдает сам. Типа красная сторона идет Абхазия, Беларусь, Иран, Казахстан, вот это все. Вот, против синий. Синие тут все. Вот карту выбираешь, Кавказ, допустим. Можно выбрать, да, Марианы, не обязательно Кавказ. На Марианах тоже интересно там. Ну ладно, давай здесь выберем, окей. Так как миссия летная, значит аэродром надо выбрать. Аэродром, допустим, Моздок пускай будет. А, ну тут настройка идет. Сразу можно зайти. Ситуацию вот написать, допустим, какую-либо. Нанести удар по вражеской колонии. Здесь погоду настраиваешь. Ветер можно даже настроить. Тут направление ветра. Все. Даже пресеты вот есть тут. Весна, гроза, весна, штиль. Короче, погоду можно испортить. Так, вот этот аэродром красный. Все, вот я выставил. Здесь вот можно настроить сложность игры. Выключить что-то, включить. Так, красная сторона, самолет Су-25. ППМ. А, горячий старт со стоянки, запуск со стоянки. Вот сюда его поставил. Вот место он тебе. Здесь место вот можешь указать. Сейчас вот он стоит на 25-м. Можно поставить вот 22-й, допустим. Здесь вот меняешь. 22. Хоп, он здесь оказался. То есть такая тема. 25. Ну, давай сделаем 22, 21. 22. Заколебал мне этот поинт.
К нему же можно... Так, это у нас будет игрок, и к нему можно добавить здесь же еще самолет. Оп. Уровень ветеран. Место 21. Так, у меня из вооружения, значит... Допустим, пускай будет так вот. Да, игра, она объемная, ну, по местам. Ну, да, кстати, это у меня тоже вот раньше проблема была, из-за этого я еще в нее не играл. Места не было. Ладно, пускай будет такое вооружение. Игрок все равно может поменять, допустим, если захочет. Так, второй сам... Не надо нам третий. Второй самолет. Какая такое будет. Так это и то у тебя без этих, без тропиков, а у меня-то с тропиками стоит. У меня вообще 200, почти 200 гигов. Так, ну вот авиация есть, которая будет работать. На базе можно охрану поставить. ПВО. Ну, вон Тунгуску. Оп. Контр-С. Контр-В. Как этот букер останавливать? Знаете, из чего он состоит? Как расчет у него полный будет? Тропический остров Марианны. Там из островов карты сделано. Вот, ЗРК панцирь можно забабахать. Так, какие нахрен лодки? А, блядь. Перелистнул, думаю, что за лодки? Я вроде не плаваю. Вертолет можно сделать, но он, блядь, мешаться будет. Поэтому лучше его не делать, а то еще столкнешься с ним. Так, миссию сразу надо сохранить. Здесь вот можно папку, по идее, сделать. Так, в Save Game, DKS Mission. Сейчас я папку создам. Эй! Да ёб твою... А, это ты типа сохраняешь ее? Да куда? Так, сейчас я зайду, папку создам. А, это еще понятно. Через диск C. Сейчас проверим, появилась папка, нет. Да, вот она, папка появилась, окей. Название миссии. Допустим, М1.
Бля, неужели он мне ту миссию пересохранил, балбес? Нет, повезло. Все, вот она. Файл миссии есть. Можно запустить, посмотреть, что тут создали. А что, у меня два панциря, что ли? В смысле, я разве два их делал? Один. Тут узкая. А, ну да, почему-то два. Я же копировал, вроде хотел сделать этот. Шилковым пускай будет. Ну да, нету папки, согласен. Ну это, знаешь, как в этом, в армии тоже. Хотя нет, там папка создается. Туда скидываешь файлы. А структура здесь то же самое, как и в армии 3 редактора. Я имею в виду, что здесь тоже триггеры есть. Также скрипты можно писать. Также в папку добавлять файлы звуковые, текстовые. Короче, все, что хочешь. Это красная, эта дорога идет. Ну, допустим, колонна начнет движение отсюда, да? Ну и все, и поехали. Объединенные группировки синие. Так, первая техника. Невооруженная. Бронетехника. Что у них тут есть? Ну, пускай будет, допустим, лавка, да? Вот можно... Хоп, хоп. Направление поставить. А, ну у меня не видно, да, из аватарки? Или видно? Нет, не видно. Хотя нет. Видно. Короче, здесь вот она получается. Дались нафиг. Здесь вот нажимаешь значок, что поставить хочешь. Танк, допустим. Сюда натыкнул. Ну и все, здесь вот выбираешь фракцию. Ну вот у меня, я вот объединенной группы всегда беру. И тут выбираешь тип невооруженный. Это там можно выбрать машины даже с боевые. Я не знаю, почему оно невооруженное считается. Там есть обычные машины. Обычные боевые машины есть. В 19 часов по Москве будет ивент. Так, а что из ПВО есть у них? А, ну, такое оно. Прям ПВО. Ну, допустим, бронетехника ЛАВ. Вот она, ЛАВ-25 Страйкер. Брэдли можно поставить. Вот, Брэдли давай сделаем. Все, вот. Вне дороги. Нет, по дороге. А там что, не дорога, что ли? Блин. Не, ну если это дорога, давай будет дорога здесь.
Ну, смотря что я хочу в этой миссии. Если я хочу тут создать прям боевик, то я буду, блин, ее долго делать. Так, ну суть поняли. А, нет, еще не все. Как колонну-то сделать здесь? Раз, три, ой, два, три, 4, 5, 6. Допустим, 6 единиц техники. 7. Пускай будет. Переключаемся на первую. А, первая идет Брэдли. Вторая идет, допустим, Леопард М60. Потом надо ПВО. Ну-ка. А вот противотанковые бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки легкие, современные, разведывательные машины, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, БТР идут, разведывательные машины, танки легкие, средние, тяжелые. Так, ну-ка, а если ПВО, допустим? А, ну вот Авенджер, пожалуйста. Так, Авенджер раз. Так, получается... Ну, это не броне... Да, лав, ну... Ну, это бы это, БТР. Это же не танк. Так, ведь того, нет, у меня первый идет Брэдли, второй Леопард, третий М60, четвертый какой-то БМД-1, нафига, блядь, я вообще не его. Так, вот Авенджер. Это как-то, блядь, неудобно, эта хрень. Так, этот есть, пятый. Допустим, пускай будет машина грузовая. Здесь еще подклассы есть, вот в чем фишка. Вот, а машина обеспечения поддержки, допустим. Что у нас тут есть? Блять, я вот иностранные эти машины особо не знаю, какие они тут. Вот какой-то грузовик СН, что за грузовик? Бля, да ты смотри, на седьмого выставляет и все. Ты что такой-то, блядь? Скорпиона мне кто-то выставил. Смотри, он на семерку ставит и все, дебил, да?
Знаете, как лучше сделать, короче, я так понял всю эту тему. Ну, вас, блядь. Допустим, раз технику поставил. За ним 2 технику поставил. 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, допустим. 8 единиц техники. Ну вот и все, и пошел первый. Первая единица. Так, БМП Лав Брэдли. Готово. Вторая. Абрамс пускай будет. Третья. Авенджер. Тут еще ПВО есть интересная, стрела есть. Тут вулкан можно. Так, дальше грузовые. Раз. Грузовые 2. И в конце еще какой-нибудь поставить. Ну, пускай страйкер будет. Ну и все, теперь... Так, я здесь сохранюсь на всякий случай. Теперь... По дороге. Все. Дальше. Поехали. Так, скрыть доступен игроку? Нет. По дороге, но тут надо будет, короче, это добавить, изменить. Настроить опции поведения. Так. Это не то. Блин, надо как-то им колонну сделать. Это тоже задача. Вот туда. Колонну надо им создать. Ну, можно технику вот посмотреть. Можно окраску поменять. Первая, вторая техника. Вот он. Вот он, Авенджер. Это вулкан. Че, у него нету летней окраски? Вот они, грузовые машины. И в конце страйкер. Тут такой момент, как бы... Так, едут по дороге. Добавить. Следовать ППМ задача.
Короче, основная задача следовать ППМ. Только какой? Правильно, надо сделать. Добавить ППМ, допустим. Сюда. Так, это не надо. Так, здесь изменить. И вот здесь уже пишем следовать к ppm 1, да, то есть сначала выставляется 0 на нем, а 1 это значит, вот они сейчас должны будут следовать. Единственный вот момент, будут ли они в колонии ехать, вот это уже другой вопрос. По дороге. Понятное дело, что по дороге. Так, клон мне не надо. Дальше добавляем следующее. Так, фоновая задача. При обнаружении сделать ведущей группой разрешитель назвать группу противника. Так. Нет, не то. Вот это мы заново добавляем. Так, выполнить команду. Тоже не то. Так, настроить опции поведения. Что за интервал? Так, это тоже не пойдет. Блять, вот построение где вот у них тут? Да это уже стоит у него задача следовать. Вот, настройка поведения. По идее, здесь должен настраиваться. Я не знаю, почему он мозги парит. Так, ладно. Пока задача у них есть. Давайте посмотрим, как они будут двигаться. Добро пожаловать в арму. Сука, такая же хрень. Прикинь, сейчас пока выстроятся. Но они колонну зато устраиваются. Здесь единственное, можно интервал им сделать между ними, да? Все, я понял, что за интервал здесь тогда настраивается. Так, настроить поведение. Интервал в группе. Значение. Сколько интервал сделал? Ну, 10 метров. Давай 20. Все. Колонна есть. Назначение ее можно, допустим, куда ей надо доехать? Душите. Здесь вот с поинтами надо быть осторожными. У них вот выставляется, вот если добавить, то надо нажать вкладку, вот эту кнопку добавить. Вот, и тогда добавлять. Если изменить, то изменить. То есть здесь такая вот система. Вот, добавляем point 2. Вот есть у них. И будет point 3, чтобы они в объезд никуда не поехали. Допустим, point 3 у них
до сюда. Оп. Все. Дальше теперь, допустим, если надо изменить, нажимаем point 2. И здесь добавляем. Первая основная задача следовать ppm номеру. Вот он, ppm 3. Все, здесь вот они прибывают, и миссия как бы, ну, может, провал сделать, без разницы. Все, больше ничего не надо здесь. Теперь, чтобы условия создать на колонну, допустим, достаточно просто посмотреть название группы Ground 4. Общая группа, да? Ну и все, создаем здесь вот триггеры, где туда вот надо нажать. И вот здесь уже понеслась жара. Создать событие, имя, допустим, колонна уничтожена. Событие. По уничтожению. Все, вот мы одно событие создаем, которое должно сработать. Кого у меня стрим подвис? А, ну это не у меня, это у тебя, но у меня нормально все работает. Все, это как бы триггер создается. Потом создается уже правило к нему. То есть, чтобы вот он сработал, какие должны события и правила. Ну, то есть условия какие должны произойти. Там, не знаю, метеорит упасть, кто-то пернуть или кто-то умереть. То есть вот это надо проверку произвести. Здесь вот выбираем тип, допустим, нам надо проверить, что колонна наша уничтожена, либо большая часть колонны уничтожена. Ну, желательно бы всю, конечно. Вот здесь ищем. Можно проверку сделать, допустим, большой триггер создать и сделать часть группы вне зоны. Как они могут быть вне зоны? Только если уничтожатся. Вот, ну, лучше, конечно, группа разбитая. Вот, группа разбита. Выбираем вот эту группу. Какая там, Ground 4 была? Ну. Почему? А что оно не зафиксировалось? Эй! Скотина. Ну, короче, тот же процесс. Ground 4. И теперь какое действие? Так, ну первым делом надо игрока оповестить, что типа он задачу сделал, правильно? Текст коалиции. Так, текст в группе можно делать, текст всем. Вот, можно сделать текст всем. Ну, допустим, можно текст сделать в стране. Так мы играем за Россию, пускай Россия. Вот, ну. Текст всем. Текст. Отлично. Колонна разбитая. Ну, базу, короче.
еще можно сделать? Ну, все. Больше ничего. Все, я надеюсь, он сохранится, блин. Да, вот нажимаем, хоп. Так, это как бы первое действие. Дальше что можно еще проверить? Ну, возврат на базе. Вот, базу. Можно триггер здесь создать. Вот она, добавить триггерную зону. Оп. Можно базу назвать. Прикрепить к юниту. Не надо никому и прикреплять. Так, это тоже не надо. Все, имя база. Так, это строка как оповещение. Дальше можем сделать же тоже клон. Оп. Только условие теперь у нас будет проверка, допустим, самолет мой. Объект в зоне. Так. Сейчас я проверю название своей группы. Аэриал 1. Короче, объект в зоне должен быть, то есть в зоне триггера базы. Вот, но при этом условие еще раз добавить надо. Создать. Проверка. Опять же, что группа вражеская разбита. Вот. То есть такая хитрость. Вот, допустим, хочешь, чтобы у тебя за раз сработала, тебе игра оповестила, что ты колонну уничтожил, но при этом тебе потом надо еще вернуться на базу, и дальше у тебя миссия завершилась. То есть несколько создается событий. Одно событие идет типа как на текст, второе событие идет уже на проверку, опять же, с условиями группа разбита, и объект тебе, что ты уже на базу вернулся в зоне. Вот, и вот тут уже создается. Вот это не надо. Вот так. Вот, а здесь просто уже идет. Можно, кстати, еще создать одну тему. Объект должен быть в зоне, и при этом проверку надо еще сделать, что самолет. Вот у меня что-то тогда не нравилось, почему-то проверка не срабатывала на высоту. Здесь надо понять, какая высота у аэродрома. Вот еще какая проблема. Можно сделать, конечно, на парковку проверку, что игрок занял парковку. Короче, задача в чем? Вернуться на базу, но при этом самолет, чтобы был посажен на аэродром. Вот в чем. Не просто пролететься над базой, да? А чтобы он был на аэродроме. А как это условие проверить? Либо скорость у него маленькая, потому что он на скорости 10 километров лететь точно не сможет. Вот. И высота, либо на 0 высоте он тоже не полетит, правда же? Вот. Но тут у нас есть одна маленькая особенность. Сколько вот высота у этого аэродрома? Вот он, видите, показывает. Высота 144, допустим. Здесь высота 155. То есть аэродром находится на высоте 155 метров. Вот. То есть здесь получается же на карте есть возвышенности, есть наоборот впадины какие-нибудь. Допустим, вот здесь 155, а здесь сейчас, хоп, уже 173. Здесь еще выше идет. Здесь 161. Такая вот фишка. Так, ну 155 высота. Захожу я опять.
Где мой, сука, еще один, это мое событие, которое я сделал? Что происходит? Я его вроде не удалял. Почему он его не сохраняет-то? Это какой-то бред. Так, ну, суть я объяснил, да? Сейчас я быстро сделаю. И вот теперь надо проверить высоту. А бег высота более чем. Вот. Высота менее чем 100, допустим, 160 метров, да? Там 155, 160 пускай будет. Также можно еще посмотреть. Тут еще можно проверить, скорость есть. А, вот скорость выше. Скорость ниже идет. Скорость ниже. Пускай будет 100. Все, дальше создается действие. Вот, завершить миссию. Все, победитель красный. Сейчас я посмотрю, 100 очков можно ему дать? Нет здесь игроку. Блин, как же 100 очков-то давать? Кстати, выполнить команду тоже знаю, как работать, но это потом уже. Принцип как в армии тоже. Можно по командам активировать то или иное действие. Не обязательно по событиям. Блин, где тут очки-то у них? Блин, я забыл. Так, что-то какая-то лажа, блядь. Я не помню. Так, ну ладно, это вот этого. Ну-ка закроем, надеюсь, сохранит он. Да, все. Вот и все. Два события, значит, в основном. Если вот просто создать условия, просто уничтожить что-либо, достаточно два события. Можно даже одно, просто проверка, что колонна разбита, и все. Вот так как еще возврат на базу, вот проверка у нас идет. То есть прилетаю туда, уничтожаю колонну,
мне дает оповещение, типа, колонна разбита, возвращайтесь. И все, потом идет проверка, что колонна разбита, объект, ну, то есть я вернулся на базу, высота, скорость у меня меньше там числа. Все, миссия завершается. Блять, как же она тут очки? Подождите. Я загружу миссию, посмотрю, как здесь сделано. 100 очков это важно. Здесь вот видите, сколько... Это вот тоже создавала миссию. Здесь, начиная с того, что ты появился на базе, какие-то звуки, музыка играет. Тут звуки. Вот это мои звуки я тут добавлял. Все свое тут. Картинки также можешь свои добавлять. Озвучку, все, что хочешь. Выполнено. Так, коалиции. То есть здесь тоже очков не дают нифига. Нет. Блять, тогда я не помню, как это херню. Короче, 100 очков бы тоже бы роль бы сыграли. Так, ну все, основные условия в миссии готовы. Цели есть. И можно еще добавить. Можно также в триггере добавить. Создать. При старте миссии. Триггер. Привет, игрок. Условия. Объект в зоне этого триггера, база. Что происходит? Вот здесь, кстати, вот принцип, как и в армии, в редакторе все это работает. Только там это все вручную надо ставить, а здесь тебе вот целая цепь. Создается сам триггер, да, в котором будет происходить что или иное, либо само событие вот это создается. Потом в нем создаются условия, по какой причине этот триггер сработает. То есть либо техника уничтожится, либо там еще что-то. Вот. И действия создаются. Когда техника уничтожится, что произойдет? Допустим, задача выполнится, или задача провалится, либо новые задачи появятся. То есть такой принцип. Он во всех так редакторах работает. Просто по разным командам, по разным этим. А принцип вот он так идет. Условия, действия, в основном, да, события. Помимо основных действий, событий происходит, что-то добавишь, там музыка, там озвучка. Так, вот я хочу сейчас просто поприветствовать игрока в начале миссии. То есть я просто хочу добавить текст. Ну, допустим, текст всем. Привет. Привет, летчик. Срочно вылетайте и уничтожьте колонну противника. Также можно музыку добавить здесь, вот тоже вот звук всякий там. Картинка вот есть даже для группы. То есть это, может, играл, кто в ДКС видел, там у вас карта появляется на экране. Это люди добавляли. Ну и все. Так. Это не надо.
Ну и все, миссия готова, теперь можно в нее играть. Я даже как-то умудрился маркеры добавить. Сейчас. Ну это геморно, блин. Я что-то как-то тоже наткнулся. Мне не нравится, как здесь маркеры добавляются. Вот, где они? Вот эти маркеры, я задолбался их делать. Такой геморрой здесь. Я даже, кстати, забыл, где они находятся. А, вот видите, на них нажимаешь, они не срабатывают даже. То есть здесь маркеры, они никак в армии добавляются. Да угадай, где это. Вот она, панель рисования, короче. И вот рисуешь здесь. Правда, тут надо разобраться, что ты будешь рисовать. Так можно нарисовать что-то не то. А что я не сделал? Я не сделал ППМки для самолета. Для нашего. Так, первый ППМ, высота, пускай будет 2000 метров. И вот нам надо поймать колонну. Колонна будет, допустим... Пять, шесть ППМ, да, вот так вот это ППМ, это возврат на базу. Ну, тут то единственное, может как-то еще условия для ППМки можно сделать. А вот задача атаковать. Привет, привет, привет. У меня просто шумно.
Так, я два условия на атаку сделал сейчас. Так, ладно, этого достаточно. Ну, все. Для игрока готово. Провал можно сделать для колонны, но я не знаю, колонна... Так, у них же еще скорость должна быть. Подожди, вот это важно. Вот видите, скорость стоит 0 км в час. Требует скорость на пути к КПП. Давай сделаем где-то 20. 20. Пускай тихо едут. Теперь надо сделать провал. Выполнение сделал, надо сделать провал. Провал то же самое, создается триггер. На проверку, что эта колонна прибыла. Август, привет, привет. Я помню про ивент, все в теме. Все, я помню, ага. У меня просто шумно немного. Сейчас потише стало. Так, ну, триггер сюда ставим. Можно размер побольше сделать. Так, финиш. Финиш колонна. Это проверка будет, что колонна сюда приехала, и все, здание провалится. Если мы ее сюда запустим. И вот тут надо очень аккуратно поработать. Так, изменить. Вот, можешь сам менять ее, как хочешь. Я дорогу выделяю. Здесь вот дорога идет, вот она выделенная. Ладно, нет, так пойдет. Ну и все, теперь делаем проверку. Здесь все вот это создавал, опять захожу в эти триггеры. Создаю. Провал. Какие события? Допустим, по уничтожению. Провал по уничтожению. Тип. Тут надо как-то условия поставить, чтобы какой-то юнит, либо что-то... Так, объект жив, объект не в зоне, количество попаданий, объект в подвижной зоне. Ну вот карты надо. Карту надо, тогда будет интересно. Часть группы в зоне. Часть группы в зоне, граунд 4. А какая часть-то именно?
Какая часть, вот непонятно, да? 1, 2. Ну, наверное, любая часть, похер. Так, финиш колонна. Создаем. Создаем текст сначала. Даем игроку понять, что он миссию провалил. Текст всем. Миссия провалена. Вы не сумели уничтожить всю колонну. Вот, и здесь же опять создаю еще. Вот, завершаю миссию, но при этом уже победитель синий. Все, завершение есть, провалы есть, все, можно играть. Еще раз перепроверим. Значит, при старте идет проверка, что типа игрок респанулся, все у него все в порядке, нормально. Так, самолеты можно, кстати, сделать. Хотя нет, ладно, пускай они будут запущены. Можно сделать, чтобы они запускались от желания игрока. То есть он появился, сам запустил. Запуск со стоянки. Вот, горячий старт со стоянки можно сделать. Вот, ну ладно, у нас, так как мы вылетаем по тревоге, враг вторгся на нашу территорию, поэтому у нас все уже сработает. Что еще я бы проверил? Аэродром. Нет, здесь нету наших аэродромов. Этот аэродром будет уже синий. Так, объект в зоне. Ну, то есть я там присутствую себя на базе в триггере. У меня просто срабатывает: привет, летчик. Срочно вылетайте и уничтожьте колонну противника. Дальше проверка, что я прилетел туда, уничтожил колонну. Отлично, колонна разбита, возвращайтесь на базу. Дальше, если я вернусь на базу, проверка идет, что я на базе, что у меня высота меньше 160 метров, либо скорость меньше там. Сколького значения? 100. Ну да. То миссия завершается. Поздравляю, миссия выполнена. Если же колонна, часть колонны прибывает в тот триггер в зоне финиша того, то текст, значит, миссия провалена, вы не сумели уничтожить всю колонну. Идет завершение миссии в пользу синих. Все? Все готово. Можем играть. Там планировщик. Планировщики можно посмотреть. Описание. Нанести удар по вражеской колонии. Также можешь посмотреть свои ППМ. Нажать на самолет. Он тебе показывает. Первый ППМ, типа, взлетаешь в то направление. Не похер на этого диспетчера. И вот второй. Кстати, второй ППМ, видите, привязан даже. Тебе даже второй ППМ будет подсказывать, что тебе надо уничтожить именно эту колонну, которая будет двигаться вот здесь. Я так понимаю, здесь горы. В горах еще надо попробовать их уничтожить. Я сейчас создал, сам еще не знаю, как там будет. Может, жопа вообще. Но техники тут хватает. Состав колонны, значит, БМП Брэдля, МА-1А2 Абрамс, Авенджер, кстати, хорошее ПВО. Может несколько ракет пускать. И при том, что у нее нету этого радара. Это то же самое, как, блядь, допустим, из ПЗРК Стингер будет по тебе херачить только несколько раз за выстрел. Вулкан М163, кстати, давненько у меня он в играх не попадался. Только в армии. Какой в армии? В операции Flashpoint он у меня только был. Это, короче, М113, только у него не пулемет, а этот шестиствольный, этот бруть, тоже броет нормально. Конечно, сейчас буду пробовать. Ну. Так, грузовики 2 типа снабжения. 3 даже.
3 грузовика снабжения идут. И страйкер. Всё, вперед. Конечно, сейчас полетим, а когда? Так, вооружение. Бомбы на всякий случай, наверное. Нет, фабы 500 мимо. Потому что можно себя зацепить. Там горы, они же... Даже 250 опасно. Так, управляемые ракеты. Танк там будет? А, ну там Абрамс, да, будет, зараза. Ладно, управляемые ракеты здесь. Так, вот нары. Все помаленьку. Это я им прикрытие еще не поставил. Им если самолет поставить, еще вообще будет весело. Ну, ладно. Ну и все. Вперед. Блин, горы там жопа в горах. Как-то уже пробовал. Вот, пожалуйста. Привет, летчик, срочно. А вы не видите, да? Сейчас покажу. Вот она. Срочно вылетайте, уничтожьте колонну противника. А, все-таки самолет не запущен. Я думал, запущен будет. Оп. А, не вижу смысла, кстати, для этого самолета ставить 6 ППМок. Единственное, ты эти ППМки можешь посмотреть на карте, да, ну на приборах ты их не увидишь, вроде как. Здесь у него максимум 3 лампочки. 1, 2, 3. Вот, то есть... Так, запуск. Вот мы можем здесь за колонной наблюдать, с какой интенсивностью она двигается, где она. Вот она тихонько. Можно даже... Надо взлетать быстро. Да что такое у меня с этим, блять? Все как темно, так жопа. Все, вот первый ППМ. Второй ППМ. Третий ППМ. Все. То есть лететь мне туда 200 километров, блядь. Вот видите, моя ошибка в чем сейчас? Я не рассчитал расстояние. Вот. То есть это уже неправильно. Что такое? Короче, лететь туда далеко. Мне может горючки не хватить. 200 километров пилить, это офигеть можно. Не факт, что мы ее успеем поймать. Ну да, нам надо на Беслан переходить. С Беслана атаковать. Так, ну вот. Вот вам уже тестирование. Расстояние мимо. Значит, берем вот так вот. Ага, так мы так не возьмем, да? Давай вот так вот. Интересный аэродром. Там мне сейчас по полосе прям ехать надо будет, да? Так, тогда знаете, как лучше сделать? Запуск, взлет с полосы. Сразу подготовиться. Дальше охрана. Выделяю, хоп. А, нет, так не получится. Блять, как же вас всех-то выделить сразу? Короче, перетаскивать придется их. Можно было их сразу выделить. Не так много, но если мы решили здесь сделать хардкор, то нет.
Так, так как этот аэродром не нужен, делаем его нейтральным. Значит, какой-то в горах, что ли, маленький такой. Интересный. Здесь. Ага, все стоит. Ну и триггер надо. Так, ППМ-ки 500 штук. Не надо. Первый ППМ. А я в какую сторону, интересно, взлетать буду? Короче, ладно, вот сюда надо. Так, второй, третий. Вот четвертый, пятый, да, пошел. Короче, четвертый не нужен. И этот не нужен. Все, достаточно. Для грача достаточно 3 ППМки. Все. Второй ППМ, допустим, будет чисто для того, чтобы показать, где атаковать врага. И все. А третий уже возврат. Ну все, вперед. Там и рассчитывается еще расстояние колонны до финиша. Поэтому 200 километров для самолета может и немного, но колонна уедет и все, миссия провалится. World, привет. Тоже надо еще это учитывать. Так, что, вооружение? Пойдет. Угу. Поехали. Со мной будет прям взлетать. Так, а в какое мы направление взлетаем? А, ну мы взлетаем на восток. Все, вперед. Ну, 100 километров еще как-то приемлемо, да? Ё-моё. Мне так нравится одному взлетать. А сейчас надо с коллегой делить полосу. Рановато. Вперед. Зато куда приятнее в своей миссии летать, допустим, играть. В этой игре это интересно. Главное придумать идеи, что ты хочешь. Я пробовал даже миссию делать с уничтожением объекта. Вот, здесь можно еще объект укрепления какой-нибудь поставить, пожалуйста. Тоже момент, который сейчас может быть оказаться сложностью. Это горы, в горах, блин, жопа. Погода вроде нормальная. Кстати, погоду здесь можно изуродовать. Сделать такую, что ты, блин,
Там вот тоже опять компания, там же где реванш есть компания, еще какая-то. Там первая миссия, через горы надо пролететь. И летишь, туман, нифига не видно, и все. Чуть ошибку сделаешь, в гору войдешь носом. Также корректируется, вот сейчас посмотрим, если колонна сильно медленно будет ехать, это тоже неправильно. Колонна должна нормально ехать, но при этом, чтобы ты ее смог успеть поразить. Вот. Сейчас она проигрывает по скорости, то есть она даже на вот эту дорогу не выехала. Вот. Может так получиться, что она... Я хотя бы вот ее бы здесь бы рад бы встретить. Она получается на старте еще. Поэтому скорость ей можно увеличить где-то до 40 уже. Либо игроку реально запуск двигателя сделать, чтобы ему, пока он до полосы доползет, пока он, блядь, развернется. Короче, все эти моменты, это уже в процессе, все ты уже сам настраиваешь, корректируешь. И все, и со временем у тебя получается полноценная миссия. Добавишь музыку, добавишь звуки, картинки, брифинг себе какой-нибудь там сделаешь, да. Также ты можешь сделать кооперативную миссию. Там же ты выбираешь, вот допустим, со мной сейчас бот летит, где он, блядь? Вот он за мной. Ты можешь игрока сделать, будет игрок за тобой лететь. Будете вдвоем миссии выполнять. И не надо в чьи-то фантазии играть. Свои фантазии веселее гонять, если есть возможность. Правильно же? Если желание есть, конечно. Знаю, я что-то поиграл сейчас в эти компании. Мне их фантазии вообще не нравится, честно. Вот если интересно, реально играешь. А есть вот, блядь, такая лажа. Время только зря теряешь. Можно такие интересные миссии здесь создавать, реально. Они какую-то хуйню создают, вот русско говоря. Некоторые миссии у них реально есть просто для задрочества какого-то, не знаю. Для чего такие миссии? Ну, создай ты что-нибудь интересное, простое. Ну. Да, нам сейчас придется пострадать немного. Все-таки горы, ё-моё. Ну, тут здесь отделяет, я говорю, Грузию, Россия, Грузия, горы, блин. И вот в этих горах приходится воевать, блядь, здесь. Ну, если ты хочешь что-то создавать, какие-то события. В облако зашли. Там еще выше идут горы, ё-моё. Так, слушай, давай-ка мы справа их обойдем, ну их нахрен. Маленько уйдем левее. Ой, левее, правее, потом влево. Вот тогда, по-моему, в такую гору я впечатался. Тоже облако было. Сначала вроде такие горы шли нормально, а потом, видать, гора выше пошла. И все, я в нее это вошел. Да-да. Вот, скорее всего, вот в таких ущельях они будут ехать. Нам надо как-то по ним ударить так, чтобы первым делом, конечно, уничтожить. Он третий по счету будет. Авенджер и вулкан за ним же сразу идет.
Так, мы, получается, идем. Сейчас будет потом влево уходить. Да, скорость надо будет им добавлять, это стопудовое. Сейчас вообще, знаете, как получится? Мне придется навстречу к ним лететь. Где эту колонну пехота могла бы разбить с гор, просто птурами ее расхерачить и все. Да? И самолет здесь не нужен. Ну да, здесь придется тебе это под углом всегда заходить. Прям под таким, я бы сказал, носом в землю. Не, зато можно бомбить фабами здесь. Главный момент поймать и... Ну, не знаю, посмотрим сейчас, как оно будет. Я, честно, в эти миссии в горах особо тоже не играл. В основном даже не долетал до цели. А ты смотри, они тоже едут, страдают. У них дороги тоже там не классные. А второй-то успевает. Это... Интересно, боты как хорошо летают. Все понятно с тобой, ветеран. Короче, боты здесь для гор не созданы, я понял. Ёлки-палки пособирал там. Ну вот какую ему команду надо дать, чтобы он эти горы победил? Он даже просто лететь не может за мной. Хотя бы мою высоту набирать. Мне скорость надо ему увеличивать. Мне вот не хочется к ним туда в их зопу эту лететь. Я свою тон еле преодолеваю. Можно базы здесь какие-нибудь делать, там укрепление, что-нибудь надо на лед сделать. Короче, блин, что захотел, то и сделал. Я как-то создавал миссию, там надо было ангар уничтожить или склад, по-моему. Я уже выхожу на них почти. Так, ну что, первым делом нары. У нас еще проблема в том, у нас аэродрома нет резервного. Надо еще рассчитать топливо, чтобы обратно вернуться. По-хорошему бы, конечно, дополнительные баллоны. Но тогда вооружение будет у нас ограничено, да? Не, ну, если бы у меня бы второй бы дурачком бы не был, можно было, конечно, я бы мог ему дополнительное вооружение бы, а себе баллоны бы взять. Ага, если ему колючки бы не хватило. Короче, тут много веселых моментов. Поэтому
Я понимаю, что правдоподобнее делать аэродромы, чтобы один, чтобы вернулся, топливо рассчитывал, а для комфорта рассчитывать, чтобы был резервный где-то аэродром, потому что боекомплекта может не хватить. Красота. Все, где-то у меня сейчас дорога будет здесь снизу. Вот она. По этой дороге они двигаются. Не успели пересечь границу, тут уже грач их ждет. Да не, ну это слишком сильно медленная скорость, надо им больше делать. Я уже подхожу. Они где-то на повороте сейчас будут. Вон я вижу их. Ух ты, сука. Нары и пускает по мне. Ой, нары, говорю, эти. Во, пошла жара. Ракеты, ну. Все, нары у меня все ушли на них. Да, Avenger это такая техника, она тебя, наверное, не оповестят, когда она по тебе пустит что-то либо. Это по сути тот же Стингер, только на колесах и несколько раз может пускать сразу. Это еще опаснее Стингера, короче. Сука, да почему не сработал ФТЦ? Короче, одновременно кнопки почему-то не срабатывают. Я в горах не имею опыта здесь воевать. Это мой первый полет горный.
О, Авенджер поражен. Тихо, 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 тихо. Вулкан стреляет. Но у меня настолько же весит. Сколько же ну весит. Так, что там осталось от колонны-то? Ё-моё, там еще нормально. Брэдли еще. Абрамс еще. А горючки уже 1200. Вот эти разбомбить, что ли, две цели. Надо что-то разбомбить. Ёп, ПРСТ. А, это все-таки я сбросил. Я думал, я ее не сбросил. Я думал, у меня сброс не получился. Да, с бомбами тут жопа. Я имею в виду, тут надо еще постараться с ними поработать. Не, ну управляемые ракеты-то еще лучше. Вообще ни хрена не видно, да? Нажимаю. Сейчас еще по Абрамсу отработаю. А, ну у меня гидрач тоже задет. Гидрач тоже поврежден. Вот так, это место еще не то. Более-менее. Там вот, если дальше бы они проехали, там уже степь. В степи было бы сложнее любить. Казалось, или они движение начали опять? Нет, вон Абрамс. Давай. Да почему на 27%-то я... Блять, что он так косо стрелять стал? Раньше, вот, когда так нацеливаешься, техника была уничтожена. Сейчас, блять, на 20%. Какой-то бред.
Кстати, я заметил, не только у меня, это и у ботов почему-то так же. Сегодня при мне бот стрелял, тоже не попал ни хрена. Все. Комплект исчерпан. Пушка осталась у меня, больше ничего нету. Еще машинку поджег одну. Не, ну Абрамса навряд ли подожгу я пушкой, наверное, да? Радар? Нет. Здесь березка еще. Ну, кстати, это почему здесь это-то работает, когда по тебе ракета наводится с этим... Специальные ракеты есть такие ПВОшные, которые ты их можешь ощущать березкой. А если такие, как ПЗРК наводятся, нет. Нету здесь такого. ПЗРК сам должен видеть. Ну, либо коллега подсказывать, если рядом летит. Да иди ты в попку. Нифига мне там накидывает. Это Брэдли, наверное. Меня подбили. Гидрач вон выбил мне. Брэдля, она так же, как БМП, короче, стреляет по тебе. Они еще хуже этих зушек, блять, если зарядят тебе. У них эти бронебойки. А? Нет, тут уже пипец. Да я, кстати, ее хорошо повредил. Блять, тяжело здесь играть. Тяжело, надо тренироваться. Не так легко в горах сражаться, да? Второй самолет сразу, короче, он не справился. Боты вообще... Ну-ка, а если вот ему, допустим, АС поставить? Не ветеран, а ас. Справится? На этим скорость 50. Не, давай 40 даже пускай будет. И на быстро они будут ехать. Не, давай полтинник.
Сейчас посмотрю, как они будут двигаться. Три грача, да нахрен нет, три-то. Тут второй-то не может справиться. Два надо, два. Третий грач поставился. Ну, принцип, кто смотрел от начала разработки миссии, принцип поняли, да? Тестирование это другое уже. Здесь-то еще хуже будет дорога для меня. Я тут вообще охренею их бить, если они по траве поедут. Но это вот у них сейчас 50 стоит. Разве это 50? По-моему, здесь километров 30 они едут. Текстурки какие, да? У танка. Вот такой бы в Reforge текстуру. В чем проблема сделать? Классно бы смотрелось там, особенно где-нибудь в пустыне, бля. Но это уже из Арма 2. Вот он, вулкан. Ну, тут уже как бы дело каждого, с какой стороны лучше заходить. Миссию мы сделали, осталось ее протестировать. Вот, поэтому я ее сохраню. Может, потом еще что-нибудь сделаем. И все, и будем тестировать, играть. Сейчас я уже точно ее не смогу победить, эту миссию. Я уже все. Я в начале три миссии выполнил. 3, все, хватит с меня. Летчикам тоже отдыхать надо. Особенно любителям. Так что пойдем отдыхать, и через 3 часа, даже через 2,5 часа у нас Reforge уже ивент. Война на земле, блин, так что надо бодрым туда идти. Нормально. Зато у нас теперь есть миссия. Надоело мне там уже страдать. Ну а вначале, кто не смотрел, потом запись посмотрите. Я 3 задания сделал. Одну миссию мы атаковали колонну с синей стороны. А потом 2 зимних миссии. Поддержка в основном была. И все на Су-25 граче. Ну да. Графика тут, да. Графика тут огонь. Где она вообще-то? Графика-то. Нет, на таких играю параметрах у себя. Ну, не знаю, мне хватает.
Вертикальную и хренаризацию вырубаю всегда. Тут вот она отвечает еще за параметры: плотность дыма, радиус предзагрузки. Вот это, кстати, радиус предзагрузки. Это и есть вот ваш SD-шник. Если он у вас со скоростью будет маленько тупить. Настройка радиус перезагрузки объектов карты во время перемещения. Больше радиус способствует уменьшению замиранию во время быстрых перемещений. Да, кстати, у тебя с твоей видюхой тоже нормально будет. Однако требует наличия большего количества... ну тут оперативка еще нужна. Я не обращал внимания, кстати, на оперативку. Плотность травы, короче, вся эта тема. Ладно. Так что приходите на полеты, полетаем еще. Все, сегодня арма будет чуть попозже. Через пару часов. Там будет ивент. Ну, подробнее там расскажут потом, что и как. Ну все. Еще раз всех с наступающим. Играйте в игры. Всем позитива, всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.